Еще один год уходит. За спиной остаются разные события, хорошие и плохие. Впереди все тот же путь, на котором многие из нас совершенствуются. Каждый выстрел, каждая тренировка, каждое осмысленное действие помогают идти дальше. Сил придает понимание, что друзья и единомышленники идут рядом, по этому же пути. Вчера нас были единицы, сегодня сотни, завтра тысячи. Все мы разные. Отличаются города, отличается привычный язык, на котором мы говорим с родными. Кто-то говорить на русском, хтось спілкується українською. У головному відмінностей немає. Ми – українські стрільці. Сьогодні із задоволенням їдемо на марафон зі стрільби. А завтра готові стати піхотними снайперами в десятках різних підрозділів для захисту України. І наш сьогоднішній випуск присвячений саме вам. Привет стрелкам! С вами проект Rifleman, и это итоговый выпуск года. Непростого, но интересного. И сегодня нас ждет долгий разговор у костра о новом взгляде на старые вещи. Осенью у проекта Rifleman был полезный опыт сотрудничества с коллегами, развивающими популярный канал «Ибис. Зброя та полювання». Конечно, мы не смогли упустить шанс поделиться с аудиторией их канала про такой феномен в мире современного оружия, как винтовка разведчика или скаут-райфл. Вся стрелковая лига с нетерпением ждала выхода нашего выпуска с Тарасом по разным причинам, но меня интересовал, если можно так выразиться, социальный аспект. Концепция скаутской винтовки начала популяризироваться в Украине с 2017 года. Переводились статьи, писались авторские материалы, снималось соответствующее видео и было проведено немало соревнований в разных городах Украины. Сам я насчитал порядка 30 проведенных матчей за эти годы, и, естественно, это дало положительный результат. На сегодняшний день в Украине сформировался устойчивый костяк из стрелков, увлеченных данной концепцией. Также есть и коллективы, включившиеся в развитие скаутско-марксманской дисциплины. Сегодня это Харьков, Сумы, Киев, Херсон, Ровно и, безусловно, Одесса, как точка, из которой все это стартовало. Конечно, с широкой аудиторией нам всем с вами еще работать и работать, пока эта концепция не будет разложена по полочкам. Сегодня именно такая цель. Готовы? Глава 1. Скаут-райфл. В чем ошибка? Название концепции. Мы начнем именно с названия «Скаут», о которое сломано немало копий. Не только у нас название «Винтовка разведчика» вызывает определенного рода ажиотаж. О чем думает обычный человек, услышав это сочетание? Конечно, наше подсознание, сформированное англосаксоцентричным кинематографом, мгновенно формирует образ, допустим, Марка Уолберга из кинофильма «Уцелевший», где военспецы США противостоят превосходящим силам афганских партизан. И любому очевидно, именно автоматическое оружие является ключевой и неотъемлемой частью современной военной доктрины. Поэтому, когда большинство слышит термин «винтовка разведчика» по отношению к оружию с болтовой системой перезаряжания, естественно, реакция очень неоднозначная. Ведь невозможно представить героев фильма «Падение черного ястреба» или любого другого современного военного блокбастера, поголовно ведущих активные боевые действия исключительно с болтовыми винтовками в руках. Ладно бы это было украинской проблемой локализации перевода. Последствия неудачного названия скаутской концепции можно легко обнаружить и на родине самого полковника, где с оружейной культурой дела обстоят, казалось бы, намного лучше. Несмотря на то, что перед американскими коллегами точно не стоит проблема понимания трудностей перевода, тем не менее это не помешало в начале 2021 года вспыхнуть скандальному спору в обители американских ценителей идеи скаут-райфл, закрытой группе в соцсети Facebook, насчитывающей более 7 тысяч участников из США, Австралии, Канады и Европы. До начала конфликта группа называлась именно скаут-райфл. Но в одной из острых дискуссий прозвучала претензия, что скаут-снайпер – это название
военно-учетной специальности корпуса американской морской пехоты. И название Scout Rifle может вводить в заблуждение, потому что непонятно, про каких скаутов-разведчиков идет речь. Военных или тех, которых имел в виду Джефф Купер. Итогом данного бурного противостояния между, так сказать, олдскульными ценителями концепции Scout Rifle и более юным поколением, уже сформировавшимся окончательно в эпоху всевозможных равенств, стала именно смена названия группы на Джефф Куперс Скаут. Скаут Джеффа Купера. Новое название появилось в январе 2021 года, поставив точку в споре. Этот пример исчерпывающе и наглядно показывает, какую сумятицу вносила и продолжает вносить несколько неудачно выбранное полковником название. Верю, что полковнику было сложно предположить в 80-х годах, что спустя 40 лет обилие оружейного контента настолько возрастет. Наверняка он не думал о том, что про ту же полусекретную воинскую специальность снайпер-разведчик сможет публично рассуждать любой желающий, у которого за спиной сыграны 4 игры в Call of Duty и просмотрено 150 военных фильмов. К слову, администратора обсуждаемой группы зовут Эндрю Ланглуа. Это тот самый владелец Эндис Лисер, выпускающий оригинальные ремни Чингс-Линг. Так вот, сдается мне, мистер Энди поступил крайне мудро. Пользы для продвижения идей полковника будет гораздо больше не в бессмысленных спорах, а в легкой адаптации названия концепции, раз уж она нам досталась в наследство и ее нужно продвигать дальше, обучая других. Итак, название и его приведение к современным реалиям. Наш проект предлагает остановиться на варианте «Универсальная винтовка Джеффа Купера». Согласитесь, что для непосвященного человека название «универсальная винтовка» звучит всяко понятнее, чем «винтовка разведчика». Потому что в первом случае у нас есть отсылка к конкретному человеку, пользующимся значительным авторитетом в мире стрелков и оружейников. И вполне можно согласиться и допустить, что полковник имел полное право на понимание и озвучивание своей личной концепции, основанной на опыте из 3 войн и сотен охот. А во втором случае речь идет о каком-то абстрактном разведчике, которого каждый представляет себе по-своему. И не факт, что в этих представлениях современный разведчик будет адекватно выглядеть с болтовой охотничьей винтовкой в руках. Поэтому с сегодняшнего дня наш проект предлагает заинтересованным и увлеченным коллегам по отношению к данной концепции чаще применять понятие «универсальная винтовка». Глава 2. Создатель идеи универсальной винтовки. Итак, Джефф Купер. Кто он на самом деле? Заглянем в англоязычную Википедию. И там мы легко прочитаем. Морпех, прошел Вторую мировую и Корейскую войны, преподавал историю, готовил родезийцев, создавал современную технику стрельбы из пистолета, основал Международную конфедерацию практической стрельбы. Но далеко не каждый украинский стрелок первым фактом озвучит то, что вообще-то Джефф Купер до сих пор считается одним из величайших экспертов по охоте на крупную дичь. Этот факт настолько естественен западным коллегам, что даже писатель Стивен Хантер в своей культовой для многих книге «Снайпер», написанной в 1991 году, вставил сцену встречи Боба Гвоздильщика Ли с легендарным 70-летним охотником с огромной коллекцией винтовок и трофеев с охот, к которому снайпер почтительно обращается полковник, а в финале книги дарит одну из своих винтовок в благодарность за оказанную консультацию. Для понимания идей куперовской винтовки важно всегда помнить, что в первую очередь этот человек обладал колоссальным опытом охот на нескольких континентах. И именно этот опыт являлся фундаментом, на котором родилось сперва теоретическое, а потом и практическое обоснование концепции оружия, идеально подходящего для выслеживания и последующего одного точного и мощного выстрела нашей универсальной винтовки. Сюрприз! Возможно, для кого-то окажется неожиданностью, но эта винтовка изначально создавалась охотником как идеальное оружие охотника-универсала. А вот на кого мог охотиться этот охотник, мы разберем в следующей главе.
Глава 3. Для чего нужна универсальная винтовка? Если вникнуть в детали, то станет понятно, что полковник на самом деле всегда очень здраво и понятно очерчивал задачи, под которую и создавалась универсальная винтовка. Многих зацикливает слово «разведчик», запутывает этот непонятный скаут. Такие слова окрашивают весь дискурс в милитари-стиль, и любой разговор про скаут-райфл начинает буксовать, часто сводясь к теме о том, что сумасшедший дед предлагал воевать или самообороняться с болтовой винтовкой, а в мире так много более подходящего для этого оружия, и, конечно же, следовать этим идеям могут только бездумные фанатики. Это совершенно естественно, потому что классический горожанин чаще всего воспринимает оружие через призму телеэкрана. А что у нас в первых рядах по популярности на этом самом экране? Ведь за последние десятилетия условный Голливуд вложил достаточно стереотипов современному обывателю о том, как и каким именно оружием должны пользоваться хорошие парни. И не важно, что оружие этих героев чаще всего выбирается оружейными дилетантами или рекламщиками. При этом восприятие оружия через охоту у этого самого горожанина практически отсутствует. Такие нюансы про оружие и внимание к деталям в кино практически отсутствуют. А значит, и среднестатистический горожанин даже этого минимума открыть для себя не может. По крайней мере, традиционным для большинства способом, сидя перед экраном ТВ. Возможно, в лесных съемках низковат уровень прибыли от продакт-плейсмента. А может, такие сценарии банально скучны для горожан, ведь это так далеко от уютных жизней в мегаполисах с подземными паркингами, супермаркетами, фастфудом и интернет-покупками через смартфон. Таков дух времени, в котором применение феминитивов и гендерная идентификация для многих гораздо важнее, чем обсуждаемые нами сегодня вопросы, главным из которых является, для чего же все-таки сегодня может пригодиться универсальная винтовка. Говоря о ней, сам полковник оставил для нас вполне понятные и четкие рекомендации ее применения. Все нужное написано в книге Купера «Искусство винтовки». Магнум опус его литературной карьеры, опубликованная на закате жизни Джеффа в 1997 году. Нам это легендарное произведение досталось в несколько урезанном и не совсем удачном переводе, но и этой искры хватило, чтобы разгорелось пламя. В концентрированной мудрости полковника есть и такие строки о задачах винтовки. Соответствующая мишень – это убойная зона цели – койота, горного барана, льва, вражеского солдата или насильника, пойманного с поличным. Этих слов вполне достаточно для понимания целей, ставившихся Купером перед универсальной винтовкой. Недаром он сравнивал винтовку с ферзем в мире оружия по аналогии с шахматами, называя именно винтовку королевой личного оружия. Фигурой, доминирующей на игровой доске, будучи самой универсальной, самой дальнобойной и самой бескомпромиссной. Не задумывались над тем, почему винтовка королева, а не пистолет, дробовик или наследие штурмгеверов. Самый волнующий многих вопрос, почему винтовка, да еще и болтовая. А вот теперь мы подходим к тому самому оружейно-социальному аспекту, так заинтересовавшего меня по итогам чтения комментариев под нашим видео с Тарасом. Тот выпуск про скаутские винтовки вышел на самом массовом украинском оружейном YouTube-канале, и было очень интересно посмотреть, как его подписчики, незнакомые с концепцией Купера, воспримут общую идею. Благодаря критическим отзывам под видео удалось конкретизировать вопрос, который вызывает концепция универсальной винтовки Купера при первом знакомстве. Выделим ключевые аспекты и разъясним их так, чтобы это было полезно и интересно даже опытным коллегам. Глава 4. Военные и гражданские. И в этой главе разговор нужно начать с калибра, потому что калибр является одним из краеугольных камней. Не стану лишний раз говорить о том, как сильно Голливуд деформировал сознание современного горожанина. Во главу угла большинством давно возведено самое слабое индивидуальное оружие – пистолет или его условные аналоги в зависимости от законодательных ограничений. Глубину проблемы доказывает тот факт, что ради этой иконы, часто довольно бесполезной в реальной жизни, многие добровольно готовы отказаться от по-настоящему эффективного, универсального и действенного оружия. Это, пожалуй, лучшее доказательство
того, насколько искажен вокруг нас окружающий мир. Ведь часто многие готовы заплатить совершенно баснословные деньги за оружие с весьма сомнительными боевыми характеристиками. Но вина в этом не только на Голливуде. Нужно признать реальность. Постепенно уходят те времена, когда у военных легкое стрелковое оружие системно решало главные задачи на полях сражений. Как было тогда, когда от характеристик стрелкового оружия напрямую зависел исход сражения? Обычный солдат получал винтовку с максимальной, неурезанной дальнобойностью, чтобы не уступать противнику на поле боя. Конечно, помимо пехоты мы помним и про артиллерию, старейший род войск. Но все же, были времена, когда дальность выстрела пехотинца играла весьма важную роль. А оружие с урезанными стрелковыми характеристиками выдавалось исключительно тем, кто не вел боевые действия напрямую с помощью огнестрельного оружия. Разделение на виды оружия отдельно для военных стрелков-профессионалов и отдельно для других родов войск можно проследить на протяжении минимум сотни, а то и больше лет. К примеру, во второй половине XIX века путешественник Николай Пржевальский оставил о своих экспедициях достаточно отзывов, среди которых встречаются и любопытные заключения про оружие. По бою и вообще по солидности лучше берданки пехотные. Драгунок у нас лишь несколько. То есть, говоря о XIX веке, такому вот отряду, действующему на условно враждебной территории, нужно было выглядеть солидно с военной точки зрения, что и подчеркивалось наличием профессионального полноразмерного оружия. Что и понятно, ведь полноценный пехотный вариант винтовки дает возможность доминировать на открытой местности против тех, у кого нет такого же дальнобойного оружия. Укороченный же карабин был несолидным для своего времени, выдавая отнюдь не элитарное положение в мире стрелков. Уважающий себя боец хотел полноразмерную винтовку, чтобы уверенно чувствовать себя в бою. Сейчас же у нас все наоборот. Солидность и цена диктуются именно малыми компактными размерами и габаритами оружия. Выбор горожанина и результат его поклонения идолу компактности, идущего от условий окружающей среды мегаполиса и ограниченных пространств вокруг. Для города и ограниченных пространств урезание боевых характеристик совершенно не критично. Но ведь эти стереотипы часто бездумно распространяются и на совсем другие ситуации. Горожанин часто просто не знаком с удивительным чувством беззащитности на открытом пространстве, которое может подарить ему любимый компактный карабин в пистолетном калибре. Там, где любая копеечная берданка столетней давности может все так же легко доминировать на паре сотен метров, перед баснословно дорогим в сравнении с ней, но бессмысленным в полевых условиях оружием. Как бы красиво модный карабин не смотрелся на экране кинотеатра в руках харизматичного героя. Он на вершине, он на вершине. Я его вижу. Что, всего один? Да. Их должно было быть двое. Может быть, городские второго пришили? Если так, то пришили они умного, а этот парнишка совсем поехавший. Почему бы тебе не обойти его и томагавком, а? Старые винтовки и опыт Пржевальского оставим в 19 веке. И вспомним 90-е годы 20 века, которые большая часть смотрящих сейчас этот выпуск помнит лично. На вооружении армии США в 1994 году был принят автоматический карабин Colt под обозначением М4. Новый карабин с длиной ствола всего 36 сантиметров в первую очередь рассматривался для вооружения экипажей боевых машин, расчетов техники, персонала штабов, операторов различных систем, всех тех, кому по штату была не положена полноценная винтовка. А вот боевые подразделения в США к тому моменту все так же оснащались старой доброй М16А2 со стволом 508 мм. И с этой длиной ствола с М16 воевали в разных уголках мира к тому моменту уже 30 лет как. Но с 1994 года армию США постепенно начали переводить на карабин М4 с более коротким стволом, который изначально рассматривался как оружие военного клерка. Что же произошло? Почему профессиональных военных вдруг лишили полноразмерного оружия пехотинца? Допустим, характеристики порохов и
самих боеприпасов менялись, но все же не настолько критично. Именно в 90-е годы наметился переломный момент, когда полноразмерные винтовки в профессиональных армиях ведущих стран плавно утратили ключевые позиции у пехоты. Купер отследил и отметил для нас этот момент в 1997 году. Сегодняшние сражения задействуют личное оружие чисто условно, а само оружие год от года меняется. Таким образом, хотя солдат и должен знать, как держать оружие, он не успевает этому научиться. The Art of Rifle, 1997 год. В конце 20 века у профессиональных военных оформилось понимание, что современные войны выигрывает не тот, у которого самая дальнобойная или надежная штурмовая винтовка. Этот параметр важен, но важен он в первую очередь для очень ограниченного количества бойцов специального подразделения. Сейчас побеждают беспилотники, артиллерия, ракеты, спутники, авиация и остальные козыри армий ведущих стран мира. Поэтому при производстве сотен тысяч винтовок можно прилично сэкономить на удешевлении производства, раз длина ствола уже не настолько важна. Хотя опыт, полученный армией США в Афганистане, и говорит об обратном, где жалобы на слабость штатного патрона 5,56 на открытых пространствах привели к расконсервации ветеранских М14 в 7,62 НАТО и запуску программы СКАР. Но массовым этот опыт все равно не стал, и короткий М4 по сей день остается штатным оружием американского пехотинца. Иными словами, в современном мире упор в первую очередь делается естественно на технологии, а не на дальность прямого выстрела оружия пехотинца. Нами овладела идея, что технология способна компенсировать нашу некомпетентность практически во всех областях нашей деятельности, требующей от нас каких-либо усилий, включая стрельбу. The Art of Rifle, 1997 год. В чем же заключается системная ошибка коллег, которые решают построить свой выбор гражданского оружия, слепо копируя военные стандарты? Профессиональное воинское подразделение действует организованно. Помимо индивидуального стрелкового оружия, оно оснащено также и тяжелым вооружением, от пулеметов и гранатометов до пехотных минометов и переносных ракетных комплексов. Еще помним про дроны, поддержку артиллерии, авиации и флота. Индивидуальное стрелковое оружие играет в этом наборе сугубо вспомогательную роль и на ограниченных дистанциях. Военному часто не нужно заботиться о весе боекомплекта, поскольку уже давно появилась моторизированная пехота, и к месту боя профессиональных солдат доставят техникой, а недостающие скинут с парашютом в заданный квадрат. Еще профессиональному военному не нужно беспокоиться о пополнении боекомплекта, тем более за свой счет. Ведь вокруг обеспечения его подразделения развернута многоуровневая логистика, организованная мощной машиной профессиональной армии. Полагаю, уже должен был возникнуть вопрос, какая связь у всего вышеперечисленного с понятием калибра универсальной винтовки. Глава 5. Калибр универсальной винтовки. Мы гражданские, а значит наше гражданское основное оружие должно быть максимально пригодно и для гражданской, и для военной жизни, если мы используем по отношению к нему слово «универсальный». Начнем с цивильных задач. Очевидно, что гражданские цели и возможности цивила полностью отличны от армейских реалий. А значит, будет ошибочным следовать карго-культу, слепо копируя военные стандарты. Тем более, что гражданское полуавтоматическое оружие им не соответствует, особенно бюджетное. Бездумного следования кинематографическим штампам тоже желательно избегать. Какой бы гражданский условно кризис не случился, от землетрясения и погодных катаклизмов до техногенной катастрофы, у гражданского не окажется ни подразделения, несущего разнообразное вооружение, ни развитой системы подвоза боеприпасов, ни, скорее всего, даже возможности перемещаться на большие расстояния с помощью автомобиля. Походный рюкзак за спиной с необходимыми припасами для нахождения в условиях недружественной среды на протяжении какого-то периода времени. Скорее всего, будет и необходимость нести дополнительный груз для жизнеобеспечения семьи. И никак не получится захватить любимую разгрузку, каску и годовой запас патронов и магазинов.
Само оружие при этом почти все время будет висеть на ремне, а применяться будет очень точечно. Почему точечно? Потому что сложные ситуации умный гражданский будет стараться максимально обойти, решив проблему лишними километрами, а не залихватской перестрелкой. И если каждый наш выстрел на счету из-за изначальной ограниченности и малого количества носимого боекомплекта, то важную роль начинает играть возможность гарантированно поразить любую опасную мишень первым же выстрелом. И очень важно иметь в рукаве надежные козыри. Глава 6. Преимущества универсальной винтовки. У стрелка-одиночки таких козыря два. Первый – дистанция, позволяющая держать потенциально опасные объекты на максимальном расстоянии и обеспечивать это расстояние желательно с помощью мощности и дальнобойности оружия. Второй козырь – скрытность и непредсказуемость действий, но об этом мы поговорим чуть позже. А пока вернемся к разговору о калибрах и посмотрим на ситуацию с точки зрения, когда выгоднее взять меньше, но более мощных боеприпасов, чем больше, но более слабых. Да, конечно, промежуточные калибры дадут возможность унести больше боезапас. Знакомая всем истина. Отчасти она имеет право на жизнь, но не в нашем универсальном случае. Потому что нас с вами интересует баланс между эффективной дистанцией и мощностью одного попадания. А значит, со слабым патроном мы не сможем использовать наш первый козырь – точечная работа с максимальных расстояний. Ведь для гарантированного поражения цели одним выстрелом, применяя слабый патрон, нам придется приблизиться к цели довольно близко, и мы теряем возможность навязать свои условия. При этом мощные винтовочные калибры обеспечат главный козырь – максимальную эффективность поражения цели одним выстрелом. Универсальная винтовка потому и универсальная, что должна перекрывать весь спектр возможных задач. К примеру, если с одной стороны есть оружие в промежуточных калибрах, например, армейский 5,45 или даже 7,62 на 39, то винтовочный патрон, даже 308 калибра, другой стороне в противостоянии на открытом пространстве и правильно занятой высоте даст более мощной винтовке превосходство в 200-300 метров дистанции. Напомним, традиционным считается, что для выполнения задачи поражения одним выстрелом пули требуется не менее 1000 джоулей мощности. Именно поэтому Купер в своей знаменитой статье и написал, что вам нужны точные выстрелы, а не массированный огонь. Пришло время обсудить тактику универсальной винтовки. Глава 7. Гражданская тактика универсальной винтовки. Каким вообще в принципе может быть применение универсальной винтовки гражданским? Охота. Соответственно, тактика для винтовки может быть охотничьей. С охотой все понятно. Применение крупнокалиберных винтовок несколько отличается в зависимости от типа охоты, но в целом остается общим и понятным для нас. Тактика может быть и самооборонной, но в этом видео мы не будем уделять значительное время рассмотрению самообороны с нарезным оружием. Причина проста. Винтовка – это оружие нападения. Ну или охоты, если говорить цивилизованным языком. И не конкретизировать, что охотиться можно не только на животных, но и на солдат вражеской армии. Но если встал вопрос о применении винтовки для защиты жилого дома в сугубо мирное время, то для опытного стрелка технически универсальная винтовка будет не слишком отличаться от тактики применения помпового дробовика, заряженного мощными пулевыми магнумами. Но наш проект напоминает, применение нарезного оружия для гражданской самообороны в условиях городской застройки – это не самая лучшая идея, и разумнее иметь план «Б» в виде дробовика с соответствующими боеприпасами. Осталась военная тактика. Не гражданская ситуация, но гражданский может оказаться вынужден ее использовать. Глава 8. Боевая тактика универсальной винтовки. При наличии выбора разведчик избегал прямых столкновений с противником, но в то же время являлся экспертом в искусстве одиночного боя с использованием тактики hit and run
или стреляй и беги. Действуя скрытно, разведчик старается не применять оружие. Но уж если ему пришлось стрелять, он совершает выстрелы быстро, внимательно, делая их как можно меньше. Один выстрел, одна цель и затем исчез. Вот его девиз. Для этого он не нуждался в штурмовой винтовке. Ему требовалась винтовка разведчика. Та самая винтовка разведчика, которую мы с вами сегодня условились начать называть универсальная винтовка. Как опытный человек, полковник изначально понимал, что даже высококвалифицированный военспец, действуя в одиночку, не способен эффективно противостоять группе или отряду противника, играя по стандартным правилам. Опытные стрелки при этом знают, что на дистанциях от 100-150 метров и дальше практическая скорострельность прицельного огня из болтовой винтовки начнет не уступать полуавтоматическим системам. И стрелок, нося на себе меньше боекомплект и при этом сохраняя более высокую мобильность, с точки зрения Купера, не терял огневую мощь, мог применять ее как способ разорвать дистанцию контакта и уклониться от прямого столкновения. Глава 9. Универсальная винтовка и профессиональные военные. Предлагал ли Джефф Купер использовать универсальную винтовку профессиональным военным? Иногда такое мнение можно услышать. Времена изменились, и разведчиков такого класса в современных армиях больше нет. Враг находится с воздуха, крепится артиллерией, а затем сокрушается механизированной пехотой и танками. Винтовку разведчика сменил штурмгевер. То есть мы понимаем, что Купер никогда не предлагал на самом деле вооружать современных ему военспецов болтовыми охотничьими винтовками. Эти рекомендации, разумеется, касались гражданских, которым предлагалось ознакомиться с старой тактикой действия разведчиков тех лет. Тем не менее, в современных армиях все еще осталась потребность в специалистах, имеющих навык и возможность уничтожать вражеские цели на дистанциях вне зоны эффективного огня штатных калибров. Этих специалистов называют пехотный снайпер или на западный манер марксмен. Это меткие стрелки, действующие в составе своего подразделения, дотягиваясь точными выстрелами туда, куда не могут дотянуться остальные. Поэтому у наших украинских военных все так же есть на вооружении СВД и появляются винтовки на платформе Р-10 в 308 калибре, что и обеспечивает выполнение задач пехотных снайперов в ВСУ. Глава 10. Р-10 как универсальная винтовка для гражданского стрелка. Так может Р-10 подойти на роль универсальной винтовки? Очень популярный вопрос. И главное, отвечая на него, не загнать самого себя в логическую ловушку. Вспоминаем, мы гражданские, а не военные. Мы все время держим фокусировку именно на универсальной винтовке. Она должна быть максимально простой, надежной и всеядной. Вплоть до снаряжения патронов к ней ружейно-пистолетным порохом и свинцовыми пулями. Ведь это не винтовка сугубо для войны. Аварийный вариант на все случаи жизни и для максимально широкого спектра условий и задач. На платформе Р-10 встречаются очень интересные варианты. Но, к сожалению, им пока все так же присущи классические недостатки полуавтоматических систем. Вес, цена, надежность. К примеру, за одни и те же деньги можно купить или голую Р-10, или с другой стороны болт в таком же калибре, оптику под него, запас патронов и еще останутся средства на ПБС и ремень. При этом болтовая винтовка все же несколько точнее полуавтоматического оружия, а ведь мы ставим приоритет именно на точные одиночные выстрелы. А еще вес болта будет меньше, эргономика дружелюбнее, а при подаче патронов в патронник из магазина стрелка ожидает меньше сюрпризов. Еще болт не слишком зависит от запасных магазинов, даже если их совсем не осталось. С болтом опытный стрелок не раскидывается гильзами. Использование прибора бесшумной стрельбы значительно упрощает эксплуатацию болтовой винтовки, в отличие от полуавтоматов. Болты практически безразличны к загрязнению, использованию дозвуковых патронов или самостоятельно изготовленных буквально на коленке. Важно помнить,
Болтовая винтовка – это не волшебная палочка, не супероружие. Но это очень интересный компромисс при понимании его сильных сторон и, естественно, нужных навыков обращения с этим типом оружия. Глава 11. Характеристики универсальной винтовки. На сегодняшний день к универсальной винтовке есть очень конкретные требования. Винтовка должна быть комфортной для своего владельца, когда он часами и сутками перемещается в сложных условиях, с максимально сглаженными формами, небольшим весом и длиной не более метра, чтобы не цепляться за кустарник и ветки. Именно поэтому форм-фактор, габариты и вес универсальной винтовки так важны при использовании оружия в полевых условиях. Основываясь на рекомендациях Джеффа Купера и личном опыте проекта и стрелков из лиги, мы бы рекомендовали придерживаться указанных на экране характеристик. Дополнительно важно помнить и про высоту оптического прицела. При непонимании важности данного параметра стрелок может демаскировать себя в ряде ситуаций при стрельбе из засады. Глава 12. Универсальная винтовка на войне. Мы понимаем, что сказанное могло убедить не всех, и поэтому главный аргумент мы оставили на десерт. В профессиональной армии, в случае призыва в нее или подписания контракта, военнослужащий получит оружие и экипировку, а также все необходимое согласно его воинско-учетной специальности. Очевидно, в профессиональную армию не ходят со своим оружием. Для нас это утверждение верно, пожалуй, для всего, кроме войск территориальной обороны. Штатных автоматов в калибре 5,45 хватит на всех и даже еще немножечко останется. А вот со штатными снайперскими и марксманскими винтовками в наших тербатах есть ряд сложностей, насколько известно нашему проекту. И вот тут раскрывается потенциал легкой крупнокалиберной винтовки, лично знакомой, лично пристреленной стрелком, с хорошей оптикой и имеющей в комплекте небольшой запас патронов и небольшой набор с чистящими принадлежностями. В дополнение к табельному АК-74 с его не самым марксманским калибром 5,45 и механическими прицельными, дополнение в виде легкой и мощной винтовки с оптикой, висящей за спиной марксмана в составе подразделения ТРО, вполне имеет право на жизнь. Брать цивильную Ар-15 из дома в комплект к автоматическому АК-74 уже не так логично. 2 комплекта магазинов, место в подсумках ограничено. Дальнобойность 2.23 не намного больше, чем у 5.45, который к тому же имеет автоматический режим ведения огня, в отличие от гражданской арки. Помним, что 20 патронов для болта – это одно, а один 30-зарядный магазин для Ар-15 совсем иное с точки зрения эффективности на дистанциях 200 плюс метров, где и требуется марксманская поддержка. Поэтому мы и предлагаем плавно уходить от иллюзии бюджетных гражданских полуавтоматов. Они все равно не заменят боевое автоматическое оружие, к тому же обеспеченное военным БК. Проще говоря, автомат каждому из нас выдадут. Некоторым, кто особо талантливый, выдадут даже пулеметы. Чего нельзя сказать о легких крупнокалиберных винтовках с хорошей оптикой. А раз так, мы заранее можем подстелить соломку. Подведение итогов. Таким образом, применение универсальной винтовки можно свести к 2 сценариям. Сценарий первый – мирный, в котором это филигранный и мощный инструмент для охоты и спортивных любительских соревнований. При этом в цивильных чрезвычайных ситуациях универсальная болтовая винтовка достаточно конкурентоспособна с другими видами гражданского оружия, чтобы ее опытный владелец защитил себя при встрече с опасным хищником в лесу или при попытке взлома квартиры с находящимися внутри владельцем и его семьей. Сценарий номер 2 можно назвать военным. В нем универсальную крупнокалиберную винтовку наш проект предлагает рассматривать в паре с оружием ближнего боя. Своего рода у нас формируется понятие марксманской спарки.
Какой именно может быть так называемая вторичка? Оружие ближнего боя для марксмена зависит от многих обстоятельств. Самым очевидным гражданским напарником, конечно, является дробовик, образующий с винтовкой знакомую нам скаутскую спарку. Но раз у нас речь про боевые условия, то и спарка должна быть соответствующая. И куда логичнее говорить про вторичку в лице штатного АКС-74, если речь идет про бойца ТРО или Добробата. Конечно, было бы приятно рекомендовать такой вид оружия, как пистолет-пулемет, например, Heckler Koch MP5 или хотя бы автоматический пистолет Стечкина. Как знать, возможно, когда-нибудь у нас появится повод поговорить и о таком оружии. Гражданских вариантов карабинов в пистолетных калибрах мы пока касаться не будем, ввиду вынужденного увеличения их габаритов для соответствия украинским ГОСТам и редкости боеприпасов. Любите свою универсальную винтовку. И помните, что при нужном опыте и толике везения это оружие может помочь остаться последним выжившим на вершине холма. Держите ножи и лопатки заточенными, а оружие хорошо почищенным. Помните, что винтовка – это праздник. С вами был проект Rifleman. Всем пока.